Ребята, всем привет! Меня зовут Даша, и я занимаюсь моделизмом уже больше 7 лет. И я крашу все свои модели аэрографом. А каким именно аэрографом и компрессором я пользуюсь, вы можете увидеть видео по ссылочке в описании. И самый частый вопрос к моим видео с покраской – это как сильно пахнет краской при проведении покрасочных работ, и насколько этот запах мешает окружающим, и можно ли проводить окрасочные работы у себя дома. Не оседает ли пыль от краски при работе с аэрографом на той же моей мебели? И что делать, если у всех или у некоторых членов семьи есть аллергия на компоненты краски? И на все эти вопросы я сегодня постараюсь вам ответить. Хоть моделизм не является экстремальным видом хобби, в отличие, например, от того же страйкбола или горных лыж, но все равно некоторые аспекты этого хобби могут негативно влиять на ваше здоровье. Сломать ногу при занятии моделизмом будет довольно-таки сложно, а вот получить негативные последствия на дыхательные пути, а как следствие и на нервную систему, вполне возможно. Почти все производители красок пишут на своих баллонах, что работать надо в хорошо проветриваемом помещении. Но что делать, если на дворе зима? Как работать при открытых окнах на сквозняке? В России ведь полгода зима, а я хочу заниматься любимым хобби не только летом. И лечиться от простуды после каждого сеанса окраски мне тоже очень не хочется. И все эти проблемы можно решить при помощи окрасочного бокса. И давайте по порядку. Многие краски, даже акриловые, имеют характерный запах, хотя бытует мнение, что акрил почти безопасен, в отличие от той же эмали. Но любые синтетические краски, они выделяют целый ряд опасных веществ, и даже акриловые тоже. Например, вот эту красочку вы можете купить в магазине «Я моделист», ссылочки будут в описании. Самые интенсивные испарения вредных веществ происходят в процессе именно окрашивания из аэрографа. Да, объем использования красок при моделизме не настолько высок, как, например, при строительных работах или при тех же окрасочных работах в автомастерской. Все равно нужно иметь в виду, что от паров как минимум может заболеть голова или начаться головокружение. И это у относительно здорового человека. А что уж говорить о людях с хроническими заболеваниями. При работе с эмалевой краской, которая пахнет намного сильнее, подобные меры необходимо соблюдать еще тщательней. Окрасочный бокс с вытяжкой, если не совсем убирает запах от краски, то значительно их минимизирует. При работе с акрилом запаха практически нет, но в комнате пахнет примерно, наверное, так же, как если бы я работала и кисточкой. При работе с эмалевой краской запах все-таки есть, но он минимален. Так что люди, которые проживают вместе с вами, едва ли заметят тот факт, что вы начали красить свой танчик. Я начала осваивать еще и автомоделизм в 24 масштабе. И в этой области моделизма очень популярно применение автомобильных красок прямо из баллончика. Так вот, при окраске без покрасочного бокса моя маленькая мастерская напоминала Верден. А если использовать бокс при окраске баллоном, то все-таки запах есть, но уже нету такого большого тумана. Можно сказать, что его нет вообще. И вся лишняя краска оседает на фильтре. Это касается как и автомобильных красок из баллончиков, так и модельных красок в той же таре, например, от той же Тamiya. Кстати, помните видео про компрессор для моделизма? Я упоминала, что взвесь от краски может негативно влиять и на его эксплуатацию тоже. Так вот, и окрасочный бокс тоже решает эту проблему. По поводу, насколько хороша окраска с окрасочным боксом влияет на аллергиков, я ничего не могу сказать. Но могу сказать, что как минимум в воздухе не видны частички краски и практически не чувствуется запах. Так что я думаю, это должно положительно влиять на этот момент. Также окрасочный бокс бережет вашу мебель. При работе с боксом очень тяжело ее запачкать. Но я знаю, что есть такие умельцы, которым и бокс не поможет. Еще один плюс использования окрасочной камеры – это свет. Бокс шикарно освещен, и не надо мучиться с лампами. Свет равномерно ложится на все грани модели, не оставляя теней. И я, если честно, частенько использую окрасочный бокс вместо фотобокса. И, например, некоторые мои работы я фотографировала именно в нем, и эти фото можно увидеть в моем инстаграме. А еще он складывается до состояния небольшого чемоданчика, и в сложенном виде он занимает не так много места. Так что при помощи него вы можете сделать настоящее портативное рабочее место, которое не будет никому мешать, если есть такая проблема в вашей семье.
А по габаритам его вполне хватает, чтобы окрасить танк в 35-м масштабе или самолет в 72-м. Ну и также автомобиль в 24-м масштабе тоже прекрасно в него помещается. Но единственная, наверное, проблема — это самолет Геркулес в 72-м масштабе от звезды. В этот бокс влезает только одно его крыло. Ну а теперь давайте поговорим о минусах. Первый и, наверное, самый существенный – это невозможность включить подсветку без вытяжки. И, как я уже говорила, у бокса очень классное освещение. Иногда хочется использовать его не только при работе с аэрографом, а, например, и с кисточкой. Но производитель заставляет меня слушать шум вытяжки. Второй недостаток – это шум. Его действительно слышно. Работать втихаря не получится, что исключает, например, ночные часы работы, если вы живете не один. А мне, как пользователю, еще бы хотелось, чтобы мощность вытяжки можно было бы регулировать. Например, когда я работаю, из той же эмалевой краской из баллончика, мне хочется сделать максимальную мощность вытяжки. А когда я работаю акрилом из аэрографа, то вытяжку можно сделать немного поменьше. Еще к нему идет в комплекте очень удобный поворотный столик. Но он, конечно, не заменяет мне мою подставку в полной мере, но, например, их можно соединить вместе, и это получится очень удобный станок для моделизма. Также к красочной камере можно прикупить специальный шланг для вытяжки и сделать в окне специальное отверстие. Или просто закрепить второй конец прямо на раме на открытой форточке, и тогда у вас получится прям идеальное рабочее место, что ни одна инспекция по охране труда к вам точно не придерется. И да, я чуть не забыла, фильтры у бокса тоже надо периодически менять, и в комплекте идет один запасной фильтр. А к Новому году ребята из Jazz Air подготовили для зрителей моего канала подарок. Это скидку на весь ассортимент продукции фирмы Jazz. Введите промокод Даша при оформлении заказа, и вы получите скидку в 10%. Это самое время подарить себе и своим родным и близким аэрограф, компрессор или вот такой вот замечательный окрасочный бокс. Ну а теперь я покажу вам, как из такого довольно-таки компактного чемоданчика окрасочный бокс превращается в полноценное рабочее место. Кстати, весит он почти 4 кило. Для того, чтобы его собрать, не нужно никаких дополнительных инструментов. Все собирается на защелках. А для того, чтобы запитать вытяжку, нужна обыкновенная розетка на 220 вольт. Надеюсь, это видео было полезно не только начинающим моделистам, но и опытным художникам. Увидимся на следующей неделе. Пока-пока.